Приветствую всех, кто готов сражаться за место в Вальгалле. Сегодня на повестке дня Blood of Heroes. Фри-то-плей игра, недавно вышедшая в открытый бета-тест. И сейчас прошу вас запомнить этот факт. Игра все еще в бете, а это означает то, что многое еще может поменяться к моменту, когда игра дойдет до релиза. Ближайший аналог данной игры — это For Honor, видос по которому, кстати, тоже есть у меня на канале. Так вот, здесь весь геймплей строится вокруг механики ближнего боя, при этом в игре еще имеются элементы ММО, то есть присутствуют разные персонажи со своими особенностями. На старте вам будут доступны 3 героя — Радха, Ренар и Ворга. Танк, боец и хиллер, если вкратце. Радха — это крайне медлительный и крайне живучий персонаж в тяжелом доспехе со щитом и булавой. Ренар — это средней живучести воин-берсерк, а Ворга — это своеобразный шаман, который только и ждет, как бы засунуть в тебя свою палку. Да, он умеет. Как я уже и сказал, у каждого из этих персонажей есть свои способности, и от этого отличающийся стиль геймплея. Тот же Радха играется от обороны. Вы постоянно прячетесь за щитом, потом оглушаете противника своей способностью и атакуете. А Ворга играется, ну так скажем, на подсосе. Подбежал, бафнул, ударил, отбежал. Ну и так далее по аналогии. Кстати, все персонажи здесь могут накопить ульту, которая при грамотном использовании может легко изменить баланс сил. Тот же Радха на определенное время становится полностью неуязвимым, что очень даже полезно, согласитесь. Что же касаемо самой боевки, то она довольно проста. Есть легкие и тяжелые удары, возможность уклониться, прыгнуть и ударить в прыжке. Ну и разумеется, можно защищаться. Кстати, когда вы защищаетесь, вы просто уменьшаете получаемый урон, но не блокируете его полностью. Разумеется, все эти действия влекут за собой расход выносливости. Ну и раз уж об этом заговорил, пожалуй, уточню пару моментов. Выносливость не восстанавливается, когда вы защищаетесь. Помните об этом. Также с этим связана еще и стойкость. Дабы пробить защиту противника и сбить его с ног, нужно бить его тяжелыми ударами. Легче всего это сделать, когда у него мало выносливости. Уж тогда он точно упадет. Ну и еще у каждого героя есть свой спецприем. Кто-то пинает противника, кто-то отталкивает, а кто-то попросту парирует удары. У каждого свой подход. Что ж, удивительно, но саму суть геймплея я уже рассказал. Посему давайте перейдем к обсуждению других вещей. Например, того, что в игре есть крафт. Играя в разных режимах, о них чуть позже, по окончанию боя вы зарабатываете не только денежки, но и различные ресурсы, из которых в такой штуке, которая здесь называется кузня, вы сможете создать другие ресурсы, а впоследствии из этих самых других ресурсов сможете себе уже что-нибудь скрафтить. И если что, крафтится здесь на данный момент сугубо косметика, а конкретно убранство лобби. Сейчас объясню. Как только вы зайдете в игру, вы сразу же окажетесь на небольшой локации, которая и является по сути меню игры. Здесь имеется и упомянутая ранее кузница, и своеобразный алтарь, к которому вы можете подойти и тем самым начать поиск матча. Есть прекрасная дамочка Валькирия, которая дает вам только награды за задания и ничего больше, к сожалению. А также совсем рядышком со всей этой красотой находятся ворота, ведущие на небольшую арену, где вас поджидает Драугр NPC, который всегда готов стать вашим спарринг-партнером. И можете не волноваться, как только ваш текущий спарринг-партнер кончится, почти сразу же появится следующий. Кстати, неподалеку от ворот спавнится мед. И нет, это не совсем тот мед, который делают пчелы, а довольно интересный напиток с прекрасными свойствами восстановления здоровья вашего персонажа. Короче говоря, бухайте с удовольствием. Ну и в общем крафтите вы именно скины для убранства вашего логова. Оно же лобби, оно же меню, оно же арена, ну и так далее. Создание предметов в кузне занимает время, зачастую всего 10 минут, что не особо-то и долго, но за донатную валюту вы можете ускорить производство. Что, вы уже ждете, что я скажу что-то страшное об этой игре? В частности, о ее монетизации, да? И нет, успокойтесь, ничего подобного не будет. По крайней мере, на данный момент донатная валюта используется только для ускорения производства ресурсов. Ну и еще за нее можно купить новых персонажей, да. Да только вот в чем загвоздочка. Их можно купить и за внутриигровую валюту. Да, цены не маленькие, но накопить вполне себе можно. Без прям-таки совсем задротства. Так что за монетизацию игре даже плюс. Сейчас это не pay to win и не выкачка денег из игроков.
Ну и вновь возвращаясь к теме крафта и кузни, вы можете скрафтить еще и скины для персонажей. Причем эти самые скины изменяют не только внешний вид персонажа, но также и его способность. Сама способность в Кодане не изменяется. Меняется лишь, так сказать, способ ее использования. Так что здесь больше вкусовщина. Кому как больше нравится. Бросаться ударами электричества на аренаре или же вызывать молнии с небес на конкретную область. Эффект в целом все давно одинаковый. Что ж, теперь настало время поговорить и об игровых режимах. И здесь у нас имеются дуэль 1 на 1, бойня 3 на 3 и режим превосходства с захватом точек. Последний, кстати, хочется отдельно отметить, потому как в него никто не играет. Практически никто. Я очень много раз вставал в поиск матча в данном режиме. И за все время, проведенное мною в игре, уже когда я отчаялся и просто пошел с Дудугом поиграть, вдруг резко бац и нашлось. Мы это сделали. Вернее, игра это сделала. Ура. Круто. Да, я прям чувствую, как ты рад. Да. Абсолютно похуй. Да, похуй, абсолютно. Но давайте вернемся к теме. В целом, как мне кажется, все режимы в игре особо в представлении не нуждаются. Все уже и раньше видели бои 1 на 1, команда на команду и захват точек. Просто отмечу особенности, присущие всем. Во-первых, в игре есть так называемый Friendly Fire, то есть вы можете набить рожу как врагу, так и союзнику, что иногда приводит к печальным последствиям. Честно говоря, я считаю, что дамаг по союзникам нужно снизить, а то это не дело все-таки, когда половина твоего нанесенного урона за матч приходится на урон союзникам. Ну и второе, это то, что при гибели вашего персонажа вы уже не сможете играть за него в следующем раунде. Посему стоит относиться к жизни своего подопечного с бережностью. Бедолага-то уже не встанет в конце концов. Ну и да, собирайте пачки с умом. Обращайте внимание на то, за кого играют ваши союзники. Не берите одинаковых персов, это далеко не всегда эффективно. К слову, давайте обсудим и техническую часть игры. И если описывать все в двух словах, хорошо, но с шероховатостями. К графике игры претензий нет. Здесь соблюдена своя стилистика, ничего из общего плана не выбивается, да и сами модельки нарисованы достаточно качественно. Анимации нанесения ударов, уворотов, защиты и в принципе всего тоже выполнены на уровне. И звуки в игре тоже имеются и тоже никаких проблем. Даже присутствует фоновый саундтрек. Так о каких тогда шероховатостях я говорю? А дело все в оптимизации. Ныне она такая себе. Моя шайтан-машина выдает то 120, то 40 FPS. Ограничения этого самого FPS нету, и он постоянно плавает даже в рамках одного и того же места. То есть смотрю я на стену, не двигаюсь, и FPS все давно скачет туда-сюда. Но повторюсь в очередной раз, это все бета-тест. Какие в целом впечатления от игры? И они у меня смешанные. Дело в том, что в игре натурально пара карт, все они, даже те, что находятся в режиме превосходства, довольно-таки маленькие, а скорость перемещения персонажей здесь роляет. Ой, видели бы вы эти поединки Радхи и Ворги, когда один убегает, а второй попросту не может догнать. О да, это тот геймплей, который мы заслужили. На данном этапе развития проекта скиллом здесь является умение вовремя использовать способность, малость потыкать врага палкой, зарядить спецспособность и использовать ее в нужный момент. В режиме бойни вообще творится настоящий ад. Там залог победы — это просто возможность втроем запинать одного. Короче, как я уже и сказал ранее, впечатления от геймплея у меня смешанные. Мне понравилась боевка и механика способностей, но все это еще надо докручивать. Хотя может так и задумано, что все должны играть от способностей. Но и опять же не забываем, что все это бета-тест. Пора переходить к выводам. Основываясь на всем том, о чем я сказал ранее, могу заявить, что Blood of Heroes это амбициозный, но спорный проект. Ныне на стадии беты у игры есть как свои плюсы, так и минусы. Качественная обертка, сеттинг, неплохая боевка, но признаки мобильной донатной помойки со всем этим крафтом и ожиданием создания предмета, сомнительный баланс способностей, малое количество контента и от этого факт того, что в игре попросту становится скучно. Стоит ли играть в Blood of Heroes?
Тут уж все на ваше усмотрение. В конце концов, в очередной раз повторюсь, это бета. И пока еще неизвестно, каким проект будет на выходе. Отсюда и тезисы о том, что в игре мало контента, что нужно допиливать балансы и так далее, не совсем состоятельны. Посему, ежели не брать всего этого в расчет, то Blood of Heroes это вполне себе неплохая игра, и она вполне может вас затянуть. Собственно, если есть желание, помогите разработчикам, поиграйте, оставьте отзыв и надейтесь на лучшее. А еще вы можете поставить лайк под данное видео, дабы поддержать уже меня и ускорить выход нового ролика заодно. Удачных вам боев за место в Вальгалле, пока!